Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о капибаре. Что мы знаем о ней? Ну, то, что название интересное, это точно. У кого-то в детстве был капитошка, а тут целая капибара. Кто-то слышал, что это грызун, но на первый взгляд так и не скажешь. Мышь не мышь, хомяк не хомяк и крыса мимо. Больше похоже на огромную волосатую свинку, да и то с натяжкой. Да и где живет такая непонятка, хотелось бы узнать. В соседнем пруду такую не встретишь, да и питается чем, тоже интересно. Мало ли встретишь и останешься без тапок. Обо всем об этом и еще много о чем. Но в основном о капибаре мы сегодня и поговорим. Поехали! И начнем мы с названия. Почему же такое интересное имя капибара? Оказывается, если бы вы знали старый забытый бразильский язык тупи, то сразу бы перевели, что это тот, кто ест траву. А с научного гидрохоэрос переводится как водяная свинка или водосвинка, кому как удобнее. Постойте, а что-то есть в ней от наших домашних любимцев морских свинок? Все верно, они их близкие родственницы. Еще есть дальние родственнички агути, но только капибара намного больше. Да и что там говорить, капибара в настоящее время является крупнейшим грызуном в мире и может достигать веса до 60 килограммов. Но более 3 миллионов лет назад самый крупный из когда-либо живших грызунов весил в среднем около тонны. Это Жозефа Артигасия Манези. Древние грызуны жили в эстуариях или дельтах, покрытые лесами на территории современного Уругвая. В ископаемых останках были обнаружены большие передние зубы, которые, по мнению ученых, использовались в качестве инструмента, подобно тому, как слоны используют свои бивни. Эти резцы были полезны для защиты от хищников и копания пищи, поскольку их коренные зубы были маленькие. Считается, что они ели мягкую растительность, и хотя их зубы не годились для пережевывания жесткой пищи, их укус был мощным, в 3 раза сильнее, чем у тигра. И это был родственничек капибары и покараны. Но о покаране пока рано. И вообще у нее отдельное семейство. Поэтому продолжаем о капибаре. В семействе у капибар на самом деле не так уж и много родни. Это морские свинки, дикие свинки, горные свинки, она же мока, куи и 2 рода мар. А в роду совсем всего 2 вида. Это, собственно, большая капибара и малая капибара. Причем малую капибару нашли и классифицировали не так давно, в прошлом веке. Ареал капибар – Южная Америка. Живут они там повсеместно, лишь бы лужица была поглубже, а лучше озерцо или река, ну или другой водоем. Поэтому они избегают страну Чили, потому что кроме гор в Чили есть только горы. Пусть это будет родина шиншилл, лам и пум. А нам нужно рассмотреть капибару поближе. Капибара выглядит достаточно пушистой, ведь ее тело покрыто длинными жесткими волосами, но не имеет подшерстка. Окрас капибары варьируется от коричнево-рыжего до сероватого. Нижняя часть тела обычно имеет коричнево-желтоватый оттенок. Молодые особи окрашены светлее взрослых. Капибара имеет тяжелое бочкообразное тельце и короткую голову. Его потовые железы можно найти на поверхности волосистых участков кожи, что является необычной чертой среди грызунов, так же как и отсутствие пуха. Взрослые водосвинки вырастают до 1,30 м в длину, имеют рост до 60 см в холке и обычно весят до 60 кг. Самки немного тяжелее самцов. Максимально зарегистрированный вес составляет 91 кг для дикой самочки из Бразилии, но это исключение. Да и возможно весы врут, или просто кто-то очень любил покушать. Их задние ноги немного длиннее передних, причем 3 пальца на задних лапах и 4 на передних. И еще есть небольшие плавательные перепоночки, что позволяет грызуну хорошо плавать. Капибара очень любит воду, обожает купаться и нырять. По этой же причине ноздри, глаза и уши находятся практически на макушке, чтобы расслабляться в воде полностью. Они превосходные пловцы и могут задерживать дыхание под водой до 5 минут. Эту способность они используют, чтобы
чтобы уклоняться от хищников. Капибары, если нужно, могут спать в воде, высовывая только нос. А так, по мере повышения температуры в течение дня, они чилят в воде, а затем пасутся ближе к вечеру. Они также проводят время, валяясь в грязи, не просто так, конечно, а чтобы насекомые не докучали. После отдыхают до полуночи, а затем продолжают пастись до рассвета. А надоест? Что нужно делать? Правильно, можно понырять, ну или побегать по суше. Кто-то скажет, вот же ж день сурка. Но нет, это день капибары. Также у нашей свинки есть рудиментарный хвостик. И в отличие от тех же кенгуру, хвост капибаре ни к чему. Есть и есть. Главное, чтобы было что поесть. На этот счет у капибары есть 20 зубов. Причем зубы без корней и постоянно растут, они же грызуны. И зубы нужно постоянно стачивать. И нужны они исключительно для поедания растительности. Причем капибара интересно к ней относится. В определенное время поедает определенный вид травы. Причем видов трав у нее немного, гурман еще тот. И жуя, она двигает челюстью не так, как козочки большинство жвачных в бок, а снизу вверх. И с чем капибаре не повезло, так это с пищеварительной системой. Мало того, что организм не способен синтезировать витамин С и животные подвержены заболеваниям десен, так еще они являются автокапрофагами. Это означает, что они едят собственные какахи, как источник бактериальной кишечной флоры, чтобы помочь переварить целлюлозу в траве и извлечь из пищи максимум белка и витаминов. И получается такой себе круговорот травы в природе. Вегетарианские грызуны-гиганты мегасоциальны и живут семейными группами по 10-20 особей. И только 10% капибар, преимущественно самцов, живут в одиночку. А если время засушливое, то иногда объединяются и до сотни голов. Возглавляет каждую семью самец-вожак. Затем идут несколько взрослых самочек-жен, детеныши и подчиненные самцы. Именно подчиненные. А если что не так и доминантный капибар чувствует, что попа его наследника начинает метить на его престол, то он изгоняет из семьи наглеца, дабы тот не конкурировал с ним за трон. И он отправляется в 10% одиночий капибар. И ему приходится искать свою собственную принцессу-капибариху. А если он ее нашел и все сложилось, то можно и размножаться. Причем любят они это делать в воде. И делают они это в течение круглого года. Беременность длится около 150 дней. Капибарочка приносит от 2 до 8 капибарят, которые рождаются с шерстью, открытыми глазами и уже прорезавшимися зубами. Капибарята весят около 1,5 килограммов. Кстати, в группе все самки ухаживают за новорожденными. Неважно, чьи это дети. И любая мама может спокойно покормить чужого капибаренка в пределах стаи. Половозрелыми капибары становятся в возрасте 15-18 месяцев, достигнув массы 30-40 килограммов. И при всем при этом они живут в пределах 10 лет. И среди грызунов это довольно-таки продолжительная жизнь. Хотя жизнь заканчивается значительно раньше из-за ягуаров, пум, оцелотов, орлов и кайманов. Да и анаконда нет-нет, да и пообедает капибары. А это уже другая пищевая цепочка, которой в Южной Америке приложил руку и человек. Скорее, южноамериканские уста. Капибарятина для южноамериканцев не деликатес, а нечто привычное. В Южной Америке капибар разводят на мясо и шкуры, хотя мясо считается непригодным для употребления в пищу в некоторых районах, особенно в городах, в то время как в других регионах оно считается важным источником белка. В некоторых частях Южной Америки, особенно в Венесуэле, мясо капибары популярно во время Великого католического поста и Страстной недели, поскольку католическая церковь ранее издала специальное разрешение на употребление водосвинки в это время. Много плавает, значит рыба, а если не рыба, то точно
точно не мясо. Да и мышь не мышь, а из шкуры ее тулуп вышел. Куда вышел? В сторону Венесуэлы. Так они и живут. Хотя городские венесуэльцы говорят, водосвинок едят исключительно сельские жители, а сельчане на них, скорее всего, не обижаются и ждут в гости по случаю очередных праздников. И сколько бы их ни ели, капибары прекрасно размножаются и не держат обиды ни на диких врагов, ни на человека, поскольку численность остается на высоте. Водосвинка очень милое и забавное животное. Они спокойные, дружелюбны, охотно идут на контакт с человеком и любят ласку. К тому же они чистоплотные и хорошо уживаются с другими животными, в том числе и домашними. И поэтому многие держат капибар вместе с кошечками и собачками. А в Уругвае, например, капибара изображена на монете номиналом в 2 песо. Мелочь, а приятно. Не так много грызунов изображает на монетах. А еще в августе 2021 года аргентинские и международные СМИ сообщили, что водосвинки доставляют серьезные проблемы жителям Нордельты, богатого закрытого поселку к северу от Буэнос-Айреса, построенного на заболоченной территории. Это вдохновило аргентинских и мировых борцов за справедливость в шутку принять капибару как символ классовой борьбы. Шутки шутками, дорогие друзья, но дело для человечества далеко не простое. А мы тем временем с вами узнали о самом большом грызуне на планете, а также миролюбивом и интересном эндемике Южной Америки. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.